Международного суда ООН впервые не попал представитель России. Бывший вице-президент суда ООН Кирилл Геворгян не смог переизбраться на второй срок. Не хватило голосов. С момента начала работы органа в 1946 году представители СССР, а затем и России, неизменно избирались его судьями. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. РФ копит ракеты для ударов по Украине зимой, а пока используют дроны. Боевики Хамас прячутся под больницами, а США решают, как избежать гибели мирных палестинцев. В частности, отказ от насильственного перемещения палестинцев из Газы и от использования Газы в качестве платформы для проведения террористических или иных атак против Израиля. Как минимум 17 осужденных за убийство помиловал Путин за участие в войне. Песков не видит тут ничего плохого. Доброе утро, друзья! Для начала, как обычно, о наболевшем. Все просят лайки, и я не буду исключением, ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка, поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень помогает продвижению наших видео. Ну а мы врываемся в новости. Российские военные ударили по Никополю двумя дронами камикадзе. Погибла женщина, и еще один мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, российская армия обстреляла села Тигинка и Новорайская в Херсонской области, сообщает местная администрация. Российская армия продолжает бить по Херсонщине. Есть пострадавшие среди гражданских. В Тигинке ранение получила 67-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести. В результате обстрела Новорайского травмированы еще две женщины, 66 и 35 лет. Сейчас они находятся в больнице. Россия резко сократила число ракетных атак по Украине. В октябре запустила в несколько раз меньше ракет, чем в месяце до этого, следует из анализа Russian Consulting. Это может означать, что Россия экономит ракеты для ударов зимой, делают выводы аналитики. Похищенный россиянами из Мариуполя украинский подросток Богдан Ермохин вернется в Украину. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. Подростка в 2022 году российские военные против воли вывезли из Мариуполя. Он несколько раз пытался вернуться в Украину. В марте его задерживали на границе. Тогда пропагандисты утверждали, что Ермохина пытались выманить на территорию Украины украинские спецслужбы. Недавно Богдану вручили повестку в российский воєнкомат, а накануне он попросил вмешаться президента Зеленского. Шановний пане президенте Володимир Олександрович, моє ім'я Катерина Бобровська. Я адвокат Богдана Єрмохіна, який станом на сьогодні незаконно депортований до Російської Федерації. Я прошу вашого особистого контролю стосовно повернення дитини до України. Я, Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Главный командный пункт группировки находится под больницей Аль-Шифа. Хамас ранее опровергал подобные утверждения и призывал сотрудников ООН приезжать в Газу и провести проверку на месте. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен возмущен большим количеством погибших мирных палестинцев. Сначала мы добились определенного прогресса в попытке установить некоторые базовые принципы, которыми мы можем руководствоваться. В частности, отказ от насильственного перемещения палестинцев из Газы и от использования Газы в качестве платформы для проведения террористических или иных атак против Израиля. Эти и некоторые другие идеи, которые мы выдвигаем и которые разделяют другие, я думаю, могут стать основой для того, что нам еще необходимо сделать. Мы продолжим обсуждение с Израилем конкретных шагов, которые необходимо предпринять для достижения этих целей. Евросоюз
Евросоюз разрабатывает план «Б» на тот случай, если премьер Венгрии Орбан заблокирует пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Как сообщает Рейтер со ссылкой на чиновников ЕС, там считают, что вопрос денег для Украины так или иначе будет решен. Тем временем Орбан продолжает кринжевать в своем стиле. Он заявил, что Украина отказалась подписывать мирный договор с Россией в марте прошлого года по указке США и выступил против переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Что касается вопроса переговоров с Украиной о членстве в ЕС, то я считаю, что их не следует начинать. Я бы сказал, что Украина также далека от членства в ЕС, как венгерский город Макка от Иерусалима. Инициировать переговоры о членстве в ЕС нельзя. Такова четкая позиция Венгрии. Я хотел бы четко заявить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом деловой сделки. Он не может быть связан с каким-либо финансовым вопросом. То, что ЕС нам должен, он должен нам отдать. Польша сегодня отмечает День независимости, а оппозиция накануне преподнесла стране подарок в виде новой правящей коалиции. Соглашение подписали партии «Новая левая», «Польша-2050», «Гражданская оппозиция» и «Польская крестьянская партия». Новым премьером станет Дональд Туск, а спикером Шимон Холовня. Теперь президент Польши Анджей Дуда должен поручить оппозиции сформировать новое правительство. Мы можем сообщить хорошие новости, характеризующиеся ответственностью за нашу Родину. Мы готовы парафировать текст коалиционного соглашения, которое даст нам набор ориентиров и рекомендаций для нашей работы, как только получим такую возможность от президента. Как вы знаете, господин президент Дуда решил выиграть немного времени для себя, для правящей партии «Право и справедливость». Я хотел бы от имени всех нас заявить, что хотя мы не испытываем давления времени, мы быстро и единодушно довели до конца работу над этим важным обязательным документом. Путин помиловал за участие в войне как минимум 17 человек, которые совершили зверские убийства. Такие данные приводит издание агентства. Все они участвовали в войне в Украине, ну а потом вернулись на свободу. Одним из самых вопиющих случаев стало возвращение на свободу жителя Кемерово Владислава Канюса. Он получил 17 лет колонии строгого режима за зверское убийство своей бывшей девушки. Впрочем, Песков ничего плохого в таких помилованиях не видит. РОД Кремля таким образом впервые официально признал вербовку осужденных за тяжкие преступления на фронт с последующим помилованием Путиным. Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным. Это решение сначала на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы представляются президенту. Это один путь. Есть второй путь, это когда они искупают кровью осужденные, в том числе и по тяжким статьям. Они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Частные клиники 4 регионов России прекратили делать аборты, не дожидаясь запрета Госдумы. Власти Курской области и аннексированного Крыма в четверг объявили об отказе частных медучреждений от проведения абортов. До этого такие решения приняли часть клиник в Татарстане и Челябинской области. Это произошло еще до принятия соответствующего закона, проект которого под давлением РПЦ планируют внести в Госдуму. Аборт – это форма эвтаназии народа, аборт – это самоубийство нации. И еще последний тезис. 90% организаций и лиц, которые заводили в России сексуальное просвещение, аборты, планирование семьи, пропаганду ЛГБТ, смены пола, суицидов, радикального феминизма, они сегодня признаны иноагентами. И люди, новые на этом поле, вновь наступают на эти же грабли, фактически принимая эстафету у иноагентов, у врагов нашего Отечества.
Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!